Всем привет! Вы на канале Евгений Гайд, и это видео о том, как пройти рейдового босса Мирфолк Король в эпохальной сложности. И мы начинаем! Механика боя с боссом в эпохальной сложности отличается совсем немногим, но все рассмотрим по порядку. Танки определяются со старта, кто будет на боссе, кто будет водить адов. Агрим босса, естественно, не ДДшниками, это делает танк, а мы спокойненько начинаем его дамажить. Основной танк должен подготовиться, так как наносится тройной удар, который нужно пережить. Далее, хилы готовятся предотвратить урон от водного удара, так как это АОЕшечка и просаживает хорошо хп всему рейду. В принципе, продолжаем пока просто бить, выходим из ударной волны. Ничего сложного, ничего страшного. Призыв Мирфолка — это первый портал и первые ады. Изменение первое. Теперь лужа вешается не на одного игрока, а на 3 игроков. Она также продолжает наносить урон и замедляет. Соответственно, как только она на вас прокнула, из нее надо выходить, пока она не активировалась. Первым делом, из первой пачки, которая вылезла с портала, мы убиваем лучников. Так как нам всю эту большую братью вместе с боссом нужно будет потихонечку подводить ко второму порталу, где появится шаман. Появился шаман, желательно взять высший навык на контроль, на замедление, что-либо, чтобы шаман не успел добежать до своей точки, откуда он начнет хилить босса. Как только шаман убит, все дружно встаем под купол и уменьшаем урон, который по нам входит от АОЕшки босса. При этом мы продолжаем бить босса и заливать кливом, либо АОЕшками адов, которые находятся рядом. Далее все идет по кругу. Продолжаем бить босса, готовимся переживать танком атаку тройную. Появляются ады, которых не было в элитной сложности, и начинается хоровод. Этих адов мы должны водить по кругу вокруг босса, чтобы остальные ДДшники могли кливом их убивать. Выходим из-под волны босса, не попадая. Заливаем адов, круги выносим подальше, чтобы не мешались под ногами. Как только он прокнул и пропал из виду, выбегаем сразу, и нам не наносится ни урон, ни дается замедление. И продолжаем бить босса до того момента, как приведут адов. Адов привели. Снова убиваем лучников, так как милишников проще водить. И после этого фокусим босса, заливая мелких говнюков АОЕшкой. На текущий момент особо ничего интересного не происходит. Все дружно избежали волну. И переключаемся на шамана, который появляется из второго портала. Снова стараемся его залить как можно быстрее, так как в элитной сложности мы помним, что раз в 3 секунды он восстанавливал 3% хп босса. Убивая шамана, становимся под сферу и переживаем урон от босса. Продолжая бить босса и АОЕшкой заливая адов. Так как в эпохальной сложности времени дается меньше, нам необходимо как можно больше фокусить босса и меньше обращать внимание на адов. Поэтому на 3-й заход тактика у нас чуть изменилась. Охотники, которые появились, наконец-то начинают водиться как хоровод вокруг босса. Так как если охотник до тебя дойдет, ты застанешься. Соответственно, просто водится по кругу, чтобы все заливали АОЕшечкой либо кливом этих адов, не убирая фокуса с босса. Снова кружки выносятся подальше, чтобы в них никто не попал, не задел. Из них все дружно выбегают, чтобы не получить урона, и продолжают пинать босса. Если вы видите, что у вас времени остается мало, не обращайте внимания на лучников, так как босс перейдет в энрагу. Поэтому просто фокусите босса и все. Потому что следующий портал уже будет под энрейджем босса, и вы его уже не переживете. Повторюсь, не обращаем внимания на приспешников, призванных с первого портала. Не обращаем внимания на приспешников, призванных из второго портала. И допинываем босса.
Вот и все. Победа у нас в руках. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. И всем до скорой встречи.